Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Я сейчас в Ашане. Скидок опять же никаких нет. Акварель по 95, то есть подорожала. Это тоже подорожало, 199. Вообще, честно говоря, безобразие. И сейчас там в Ашане, день рождения, все дела, но я лично не обнаруживаю никаких выгодных цен, по крайней мере, на нужные товары, которые можно было бы взять. С другой стороны, кошелек будет целее, деньги. Вообще не вопрос, потому что всего полно. Нет, что-то я, может быть, и найду, куплю. В общем, но пока вот такие какие-то товары, которые всегда нужны. Так, вот акварельные с кисточкой 419 гамма. По-моему, я их еще не видела здесь. Смотрим, что еще. Берлинга 219 пастельные. Это хорошая цена. BG это просто карандаши обычные. Появились Берлинга металлик, но вот у них не очень выгодная цена. Я покупала в красном карандаше дешевле, еще бонусы были. Так, фломастеры поштучно. Это карандаши 3 рубля, и тут фломастеры. Ручки Краун. Очень классно, я их потестировала. Но я редко пользуюсь, поэтому не беру. Может быть, потом. Тут еще поштучно капиллярки и тому подобное. На многое есть кэшбэк по карте. Что тут еще? Всякая всякость, милота, мелки. Вот Кариока Джой. 1000 с лишним. А так стандартный ассортимент. Ничего прям такого. Вот эти, может быть, когда-нибудь возьму пару штук фломастеров, когда на них будет скидка. На фон. А так все как всегда. Ничего особенного. Здесь тоже правда, кэшбэк на двусторонние. Они же очень хорошие фломастеры. На них кэшбэк в теории когда-нибудь можно взять. Так, здесь тоже куча всего. Это пастель 24 цвета. Сколько она? Так, ставьте на паузу, кому интересно. Если что-то видно. Я тут много чего тестировала, руки грязные во фломастерах. Так, что еще? Масляная пастель. Тоже тут оттенки какие есть. Китай. Посмотрим еще что-то. Народу, кстати, много, хотя вроде на камеру-то это незаметно. Но народу реально много. Всякие ручки, корректоры. В принципе, есть из чего выбрать. Так, вот это интересно, посмотрю сейчас. Может, еще что-то будет. Выбор, конечно, большой. Но сейчас-то как-то не так остро что-то нужно. О, ручка какая прикольная. Интересно, сколько она стоит. Сейчас посмотрим. Ой, еще тут. За сколько там? 159, кажется. Да. Нетушки. За такую цену не нужно. Но вообще прикольно. Сейчас я буду раскрашивать в удивительных цветах Лианы Мэй. Я уже выбрала для себя иллюстрацию. Это будут вот эти цветы. Они, простые, конечно. Но они же тут есть, и их надо раскрашивать. И, соответственно, я сегодня хочу еще пораскрашивать своими новыми карандашами, потому как пока я раскрашивала только одну иллюстрацию, соответственно,
хочется побольше их потестировать. Пока еще они у меня полностью, ну, как вот и продавались, вот с этой штукой, а там посмотрим. Я их тестировала в Рите Берман в прошлом видео. Ну а сейчас попробуем их вот на этой бумаге. Я сейчас подберу цвета, руководствуясь выкраской. Ну, начну я с листиков. Карандаши я подобрала. Взяла, значит, вот такой карандаш 78. Так, вот он-то. Ну, кстати, хоть как-то более-менее он здесь подходит. Потом 48 взяла. Здесь сам карандаш как бы, ну, рубашка у карандаша потемнее. Также взяла 115 карандаш. Тут тоже рубашка потемней. А есть, например, варианты такие, как, например, по-моему, 43, когда, посмотрите, отличается. То есть вот на деле карандаш светлее. Но цвет красивый. Ну что ж, давайте приступим. Ну вот здесь вот они тоже очень мягко. Я вообще не нажимаю на них. Это, конечно, здорово. Наверное, в ближайшее время буду стараться больше красить карандашами. Тем более, как-то я прям соскучилась, и мне уже по номерам все надоело, ну и тому подобное. То, что был момент, когда хотелось по номерам красить. Сейчас как-то уже акварель, карандаши снова соскучилась. А уж сейчас тем более, потому что цветов-то много. Хочется их потестировать по максимуму. Ну, сюда вообще к этим листочкам другой бы цвет подошел, более зеленый. Но, видимо, осень, плюс я вообще, вот мне нравятся такие цвета, и плюс вот осень, и как-то тянет на подобные оттенки. Ну и в конце концов пусть будет так, почему бы и нет. Я считаю, что, например, если захочется, их можно сделать хоть красными, хоть синими. Это же в любом случае раскраска антистресс. И грибы мы красим разными цветами, бывает и зверюшек. Так что и листочки тоже можно, тем более, что листва бывает абсолютно разных цветов. Так что все нормально, но, конечно, надо было немножко все же так постандартнее. Хотя я вообще-то не люблю ничего стандартное. Стадного чувства у меня, как правило, тоже не бывает, ну разве что иногда в покупках, но я с этим стараюсь бороться. Цветы я тоже уже определилась с оттенками, будут вот такие. Во-первых, это номер 100, 112 и 113. Мне вот этот очень нравится цвет, хотя, ну, рубашка, так сказать, у самого карандаша, потому что вот разница видна, вот это вот. Конечно, если бы цвет был вот такой, было бы лучше. 112, он как бы тоже вот отличается. И 113 наиболее подходит. Тоже красивый цвет, но вот он как бы, да, подходит. Обычно вот такие цвета в наборах попроще. Даже если все карандаши хорошие, то вот с этими какая-то бывает проблемка. Но вот здесь уже видно, что без какого-либо нажатия карандаши хорошо отдают пигмент. Они у меня абсолютно точно будут ходовые.
Ну, и в данном случае, конечно, и выкраска будет ходовая. Ну, просто 120 штук, даже если потратить время и наклеить бумажку с выкраской на карандаш, то все равно подбирать будет сложнее, проще посмотреть на лист. Как-то так. Ну, сейчас вот пораскрашиваю немножко, потом за кадром. Думаю насчет фона. Ну, он будет простым. Это такая иллюстрация простенькая, легкая. И мне кажется, не стоит ее ничем особо перегружать. Она сама по себе красивая. Вот столько я уже раскрасила. Сейчас доделаю этот цветок и, наверное, выберу себе какую-нибудь еще иллюстрацию. Ну, в целом я довольна карандашами. Они хорошие. И вот, что ценно, вот эти все цвета здесь тоже очень хорошо пигментированы. Я, правда, сейчас здесь пробовала вот листочки и вот этот цветок. Я просто сразу растирала салфетками, потому что, ну, они же вроде на восковой основе. Там вроде написано. А вот этот я блендером от карандаш прошлась и уже потом салфеткой. Но в принципе плюс-минус все одно и то же, как бы один и тот же эффект. То есть можно обходиться и без блендера. Ну, обходиться, в общем-то, можно везде, тем более есть еще сплендер от Лира, который тоже такой эффект дает. Потом выберу что-нибудь еще себе пораскрашивать, пока еще не решила, что конкретно, но вы уже буквально, наверное, в следующем фрагменте об этом узнаете. Ну а сейчас я буду раскрашивать чай и кофе. Сегодня у меня прям день раскрасок формата А5. Автор Алекс Кофейный. Ну, все знают эту раскраску. Так, это я делала фон. Мелок убираю. Мунго, сухая пастель. Ну, в общем, сейчас приступим. Тоже пораскрашиваю на камеру. Я выбрала тоже вот свои новенькие карандаши, так как, естественно, хочется ими побольше пораскрашивать, составить о них какое-то мнение. Ну, пока вот единственный минус, который я заметила, это то, что, конечно, как их точить. Вот это проблема. Ну, а так, в принципе, к самим карандашам претензий нет. Ну, а по факту, как они будут вообще затачиваться, будут ломаться или нет, сейчас тоже ничего сказать нельзя, потому как, ну вот, то, что я один раз поточила карандаш, в обычной точилке вроде бы все нормально, ну, в механической, а в такой точилке, в самой простой, карандаш сломался. Но пока это, в общем-то, не показатель. Значит, я взяла карандаш 101 номер, вот такой. Потом 38, 50 и 28. Я представляю себе, как это будет выглядеть, но не знаю, как это у меня получится осуществить. Хотя все довольно просто, но такой для меня небольшой выход из зоны комфорта. Плюс новые карандаши. Ну вроде как нормально получается. Ну, по крайней мере, здесь пространство небольшое, и я вижу, что, в общем-то, все получается. Очень интересная фактура в данном случае здесь получается. Потом покажу поближе на камеру. Так, ну и вот пакетик-то он будет побольше.
И я не знаю, как оно будет, потому что вот здесь, ну, пакетик же не до конца чаем наполнен. И, в принципе, даже если вот он так лежит, все равно далеко не всякий раз заварка по всему пакету распространяется. Ну, сделаю так, символически. Просто его выделить и все. Ну вот хорошо, знаете, даже в плане нажима как-то очень комфортно. И меньше нажимаешь, и больше нажимаешь. Хорошие карандаши, достойные. Надо будет еще посмотреть, что там с заточкой творится. Вот с этим, конечно, проблемы. Так, это у меня карандаш блендер. Нет, сейчас возьму Кохенуровский для начала. Хочу все-таки сгладить получше. Хотя тут, знаете, такие карандаши, что не умею, все получается, и они, ну, как-то, я не знаю, переходы плавные. Вот, а теперь уже блендером от карандаш. Насчет призм я как-то подумала, что да, они будут либо поштучно, либо целым набором. То есть там 72 цвета или еще что-то такое, это 100% я брать не буду. Но это в будущем. Пока мне всего этого достаточно, а потом когда-нибудь, когда представится хорошая выгодная возможность, они у меня будут. Я уже пронумеровала страничку. У меня для этих целей есть вот эта штука. Ну, иногда я и от руки подписываю по-разному. Но, в принципе, единственное, что лучше было черное, ну, какое уже есть. Мне понравилась вот эта вот фактура, поэтому я не стала слишком уж сильно натирать. Пакетик-то я решила натереть, хотя, знаете, тут тоже можно было оставить. Ну, не знаю, мне захотелось, чтобы он как-то все-таки выделялся. А я его именно выделила самую малость. Поэтому пусть он блестит. Это, кстати, тоже очень интересный эффект. Вот, ну, во-первых, у кого еще нет этой раскраски, здесь разная бумага. Вот с одной стороны бумага шершавая, а с другой, допустим, более гладкая. Вот. Ну и поскольку здесь только вот я по краям, можно сказать, добавляла пигмент, то получается практически светлый пакетик на белом фоне, и то, что вот он блестит, это, мне кажется, дополнительно, не знаю, в общем, прикольно это, чем если бы он также блестел, но был более ярким. Вот. А здесь я даже блендером, как видите, проходилась мало, потому что, ну, неплохо. Хотя этикетка тоже прям в теории может блестеть. Я бы даже сказала наоборот, что вот это могло бы иметь такую фактуру, а как бы этикетка, она все-таки чаще всего именно такая глянцевая. Но здесь я думаю, что вот это вот все оправдано. Ну, пусть будет пока эта закладка. Решила еще раз попробовать поточить карандаш механической точилкой. Но туда невероятно сложно вставить карандаш, и еще сложнее его вытащить. Поэтому это не вариант. Я взяла вот такую точилку. Я не знаю, что это за марка, потому что упаковка не сохранилась. По-моему, из какого-то магазина фиксированной цены. В принципе, карандаш заточился, но я ненавижу такую вот заточку. Просто ненавижу. Давайте вот так покажу. Такая заточка мне не нравится. Сейчас нужно будет вспомнить, куда я еще делала точилки. В общем, сейчас я не нашла точилку, хотя она абсолютно точно есть новая. Пока можно будет точить вот этой, в принципе.
тем более они экономичные, и особо надобности прям такой нет. Ну а в ближайшее время, наверное, может быть, когда буду в Ашане, зайду, куплю. Правда, на ЦСКА я вряд ли прям вот в ближайшее время попаду. Но в Беляево я буду, там прям напротив клиники Ашан. Зайду туда, ну, стоматология. Нужно будет, тем более я в Ашан-Сити давно уже не была. Короче говоря, вот так. Наверное, это может быть в будущем еще как раз я задумаюсь, повторять ли покупку или нет. Хотя, знаете, у карандашей такой расход, что, ну, вряд ли в этом потребуется вообще необходимость повторять покупку. Но для меня просто очень важно, чтобы карандаши затачивались без проблем. Я не фанатка супер наточенных карандашей и точу их исключительно по необходимости, но когда это приходится делать, я люблю использовать только механическую точилку, чтобы никаких проблем не возникало. А тут вот оказался такой нежданчик. Это прям очень нехорошо. Вот. А сами карандаши прям чудесные. В этом плане могу советовать. Хотя, знаете, надо быть в этом отношении, наверное, в плане заточки все-таки проще. Потому что, например, как бы профессионалы, да, кто, например, там действительно учился этому, рисует и так далее, как правило, вообще точат ножом, и там для них это именно вот важно, чтобы он был наточенный, а не то, как карандаш выглядит, к слову. Точно так же краски, когда мы в основном любители хотим, чтобы такая палитра была, знаете, чистенькая, красивая, то, как правило, у профессионала такого нет. И я, кстати, с этим сталкиваюсь то же самое в своей профессии, да, в балете, когда ко мне приходят ученицы. Например, они очень стараются, чтобы у них пуанты были прям такие розовенькие, чистенькие, а вообще в балете этого ни разу нет. То есть, наоборот, чем они более разношенные, тем они как бы лучше. И, ну, ну, я к этому как бы спокойно отношусь, потому что я сразу вот на свое хобби переношу это дело, да. И понимаю, что все мы, когда дело касается нашего хобби, мы вот хотим, чтобы все было такое миленькое, няшненькое. В этом, в общем-то, ничего плохого нет. Но даже несмотря на то, что в этом нет ничего плохого, но это все равно наши какие-то такие комплексы. И поскольку у каждого человека, как правило, комплексы какие-то есть, все равно навешивать на себя чужие мне неохота, а я, по-моему, уже их навесила. Поэтому надо, конечно, от этого отходить и просто брать ножик и точить, и пусть они выглядят как-то не очень красиво, и вот. Зато проблем будет меньше. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Всем пока-пока.